Сегодня покажу, почему опоздал — это не факт, а привычка, и она стоит денег. В 2022 я говорила одно и то же: биткоин — это не инвестиция, а технология денег. Тогда его цена была 16 тысяч долларов. Сегодня 122. Если бы вы купили $1000 тогда, сейчас это было бы выше 7000 долларов. Не из-за трейдинга, а потому, что денежный протокол стали ценить выше. Ровно то же самое я говорю сегодня, а большинство вновь думают поздно. Уверена, что эмоция поздно окажется такой же обманчивой, как и в 2022. Тогда я и сама была не полностью в битке, я шла к этому постепенно. Сегодня где-то 90% моего имущества в биткоине. Это мой выбор и мой риск-профиль. И нет, я не против владений, дома, земли, картошки, чего угодно. Зря меня записали в глобалистки. Я просто не собираюсь влупить все свои сбережения в кирпич сейчас, если через время куплю дом намного круче. Я не хочу всю жизнь работать на кого-то, хочу заниматься только своими делами, выпускать новые видео, писать новые книги и так далее. Поэтому я не вкладываю сейчас в дом, хотя могла бы купить его и без кредита. Я не против владения, я за свободу. Я не охочусь за идеальной ценой, я просто разобралась, как устроены деньги. Прочитала Broken Money, The Bitcoin Standard, The Genesis Book и поняла, что деньги, которыми мы пользуемся сейчас, у меня кроны, у вас рубли, евро, доллары, не работают. Не работают — это когда ты копишь годами, видишь красивые проценты по вкладам, а выходишь из этой комнаты с зеркалами и понимаешь, что на эти деньги можно все меньше, так как инфляция и девальвация съедает сбережения. Мой триггер был персональным, санкциями мне перекрыли доход с Ютуба и Патреона, но суть шире. В фиате ты постоянно борешься за право хранить и перемещать свой собственный труд. Но очевидно ведь, что я выбрала денежный протокол с открытыми предсказуемыми правилами, самокастади, с переводами без разрешений, где результат определяется моей дисциплиной, а не чьими-то заседаниями. Инфляция — это скрытый сбор за право пользоваться этой вашей любимой формой денег. Он тихо списывается с вашей покупательной способности. А проценты по вкладам — такой небольшой кэшбэк, чтобы напустить дыма. Я эту подписку отменяю и перехожу на денежный протокол с открытым расписанием выпуска. Мне важнее понятные правила, и я не собираюсь обслуживать чью-то другую денежную систему. За последние 10 лет 5 самых показательных эпизодов гиперинфляции или почти гипер такие. Venezuela breaks one of world's longest hyperinflation bouts. Венесуэла преодолела один из самых продолжительных в мире периодов гиперинфляции. За один календарный год там средний товар подорожал примерно в 17 тысяч раз. Из-за этого там сейчас крайняя бедность у больше чем половины населения. То есть до обвальной потери покупательной способности нищими были 10%, а сейчас 50%. Таким образом, за пару лет гиперинфляция может стереть средний класс. Кстати, в России крайне бедные также 10% населения, пока что. Зимбабве около гипера. Годовая инфляция достигла 837% в июле 2020, а месячная в июне 2019 подскакивала до 39%. Близко к порогу гиперинфляции. То есть, короче, ребята, там больше нет гиперинфляции, возрадуемся? Конечно, нет. Когда уже все обесценено, падать больше некуда. Все стабилизировалось, экономика мертва, инфляция ровная. Судан — всплеск до 422% годовой инфляции в июле 2021 года, один из экстремальных пиков десятилетия. Что вы будете делать, когда ваша бумага так упадет? Ах да, у вас же все на подхвате. Дом, огород, животные, все свое. Только вот беда. Семена, топливо, запчасти, электричество – все за ту самую бумагу, которая обесценилась. И когда вы придете менять мешок картошки на пару литров бензина, то поймете, что настоящие деньги – это не огород и не курица, а инструмент, который нельзя напечатать и запретить. Ливан – устойчивая трехзначная инфляция с 2020 и 221% по итогам 2023 года, по данным Центрального управления статистики. Формально ниже критерии гиперинфляции, но близко по масштабу разрушения сбережений. Обычные люди грабили банки в Ливане. Ну как грабили? Пытались забрать свои деньги. Это цена зависимости от третьей стороны. Пока все спокойно, удобно перекладывать ответственность, но в момент стресса выясняется, что у тебя не деньги, а чья-то расписка. Турция не гипер, но затяжная высокая инфляция. Цены выросли на 85% в 2022, на 75% в мае 2024 и на 33% в сентябре 2025. Не трехзначная, но системно размывающая сбережения динамика. Поэтому, если едешь туда отдыхать, всегда проси списывать в лирах и отказывайся от платить в валюте вашей карты. В локальной валюте всегда выгоднее. И также с наличкой лучше без конвертации в лирах.
Итак, гиперинфляция – это режим, в котором деньги превращаются в горящую спичку. При 50% в месяц цены удваиваются примерно каждые 7 недель, за полгода вырастают примерно в 11 раз, за год примерно в 130. Сбережения на счете и в наличке тают мгновенно. ChatGPT Pro – один из самых продвинутых и в мире, тот, который за 300 баксов в месяц. Оценил риск гиперинфляции в России в последующие 10 лет в 10%. И эта речь тут не о двузначной инфляции, к которой все, судя по комментариям к моим видео, уже давно привыкли. Она тихо съедает покупательную способность пополам за десятилетия. Да ладно, семечки. А про качественно иной режим, при котором деньги обесцениваются скачками и сбережения тают не годами, а месяцами. Риск обеднеть быстро 10%, медленно 100%. Меня спрашивают, зачем мне все это, и я повторю, я не хочу, чтобы альтернативщики беднели ни резко, ни исподволь. Мне даже пишут: Александра, пожалуйста, не делай больше видео про биткоин. Пожалуйста, хотите терять свои деньги, это ваше право, только делайте это осознанно, понимая цену такого выбора. Пожалуйста, Александра, не надо про биткоин, мы хотим оставаться рабами. Мы любим стабильное обеднение и сладкое чувство правоты в комментариях. Не тревожь нас свободными деньгами. Естественное состояние свободного рынка – это мягкая дефляция, но инфляционная логика настолько въелась в мышление, что даже продвинутые кафедры рассказывают, если деньги не обесцениваются, экономика ломается. Это абсурд. В естественном состоянии свободного рынка при нейтральных деньгах, то есть без инфляции, без дефляции, конкуренция и технологии снижают издержки, качество растет, а цены плавно падают. И это не дефляционная спираль, а прогресс, он делает вещи дешевле. В то время как здоровая инфляция маскирует этот эффект и превращает его в скрытый налог, съедающий ваш рост. Ну так-то что, оставайтесь в уютном мире инфляционной подписки. Вы молодцы, вы не поддались хайпу и снова пропустили технологию первых работающих на нас денег. Биткоин уже поздно покупать, лучше дождаться идеального отката до той мифической цены, при которой вы почувствуете себя правыми. Когда он падает, это доказательство, что ноль ему цена. Когда растет, как сейчас вырос до 10 миллионов рублей, слишком дорого. Когда стоит, мертвый актив. Прекрасно, железобетонная стратегия, никогда не вовремя. Главное, продолжайте, завтра будет еще позже, чем сегодня. И наконец наступит тот счастливый день, когда вы скажете: я всегда был прав. Правда, уже без покупательной способности, но зато с комментами под моими видео. Большинство людей не хотят быть богатыми, они хотят быть правыми. У них даже деньги нереальные, поэтому автоматически все остальное тоже фейк. Реальные деньги были при золотом стандарте, а его отменили в США в 1971 и в России в 1937. Отменили потому, что такой системой легче манипулировать, так же, как белых посылают на войну друг с другом, потому что без белых тоже системой легче манипулировать. В этом году биткоин может открепиться от своей привязки к денежной массе и золоту и все чаще определяться своей редкостью. Не говорите потом, что не слышали и не знали, я предупреждала. Закончу просто, не прошу мне верить, предложу проверить. Сохраните это видео и поставьте напоминание на 6 октября 2028 и сравним, что сработало: инфляционная подписка или редкие нейтральные деньги.